Во вторник закрылся занавес большого спектакля с Трампом, который сыграл роль главного миротворца, ведь он положил конец кровопролитной 12-дневной войне между Израилем и Ираном. Но что-то тут не сходится. Всего пару недель назад регион был на грани полномасштабной войны, Иран запускал ракеты по Израилю, Тель-Авив отвечал, а в СМИ все чаще встречали заголовки о Третьей мировой войне. И вдруг Трамп говорит: «Я все решил, наступает мир». Серьезно? Без подписания соглашений гарантий? Это не выглядит как дипломатия. Это больше похоже на театр и пиар-компанию, причем очень дорогую, ведь на кону стоят выборы в Конгресс США, которые начнутся уже в ноябре. И учитывая откровенный провал первых 6 месяцев Трампа у власти и активное падение его рейтинга, республиканцы проиграют без шансов, что затруднит продвижение новых законопроектов, а значит контроль со стороны Трампа значительно снизится. К тому же не стоит забывать о важных промежуточных выборах в следующем году. Также Трамп понимает, что если не сказать, что на Ближнем Востоке все ок, цена на нефть будет лететь вверх, что опять-таки угрожает инфляции, а значит долгожданное снижение ставок перенесется надолго. И как бы Трамп не критиковал Китай, ему не выгоден рост цен на нефть, ведь $100 за баррель и экономика Китая не выдержит. Америка напрямую зависит от производства Пекина. Самый главный вопрос, кому нужен и выгоден этот в кавычках мир на Ближнем Востоке. Давайте сегодня копнем глубже и узнаем все секреты и шокирующую правду этого временного перемирия. Также разберем, при чем здесь Китай, который все это время сидел тихо, и проанализируем, как все это повлияет на биткоин, который снова вернулся на исходную позицию 105 тысяч. Ведь интересно, что когда Трамп пришел к власти, биткоин 105, тарифы начинают действовать, биткоин 105, часть тарифов отменяют, биткоин 105, начинается война на Ближнем Востоке, биткоин 105, и после объявления мира биткоин также 105 тысяч. И сегодня я отвечу, что нужно для его роста. Напоминаю, что мы готовим для вас большой топ перспективных альтов с разбором монет, на которые готовят запустить ETF. И чтобы ролик вышел раньше, поставьте минимум 1000 лайков. А также у вас есть возможность получить $10 за комментарий, как вот этот пользователь. Ведь для этого нужно просто поставить лайк и написать комментарий под видео. Плюс дополнительные $10 получит тот, кто еще подписан на наш телеграм. Поэтому всем приятного просмотра. Вы на канале Coin22. Мы начинаем. Итак, за последние пару дней было такое огромное количество новостей, из-за чего без эффекта фома и внутренней тревоги не обошлось. Но самое смешное, что по факту биткоин остался там, где и начинал, поэтому здесь очень важно фильтровать все новости и события, чем как раз таки занимаются редакторы нашего Telegram. Мы фильтруем весь спам и не выкладываем новости каждые 10 минут. Мы публикуем только ту информацию, которая реально влияет на рынок, и дополнительно ее разбираем. Таким образом, вы всегда остаетесь в курсе событий, но не перегружайте себя ненужным спамом. Получайте авторскую аналитику рынка, участвуйте в розыгрыше кошелька Ledger и узнайте, где следит за позициями одного кита, который продолжает фиксировать прибыльные сделки, так что подписывайтесь. Тем временем в центре внимания мир на Ближнем Востоке, которого добился Трамп. Но если бы все было так просто, то я бы даже не стал выпускать этот ролик. По факту первые заявления такого важного события прошли неофициально, перед телекамерами, а просто в социальной сети, где Трамп начал публиковать посты. Также никаких соглашений подписано не было. Трамп не озвучил условия этих перемирий, гарантий и подробностей. Просто написал мир. Хотя после этого что Израиль, что Иран продолжили запускать ракеты, но зато рынки отреагировали ростом на такие заявления, а цены на нефть пошли вниз. Ближе к вечеру вчера у Трампа знатно подгорело. И на Израиль, и на Иран. Сложнейшее перемирие, которое он лично помог заключить, буквально трещит по швам спустя пару часов. Трамп обвинил обе стороны в безответственности, но особенно жестко прошелся по Израилю. И он написал: «Я дал вам 12 часов, а вы уже через час сбрасываете бомбы. Я вами недоволен». И тут же он публично потребовал: «Израиль, не сбрасывайте эти бомбы. Верните пилотов домой». А в кратком интервью перед полетом в вертолете Трамп послал Израиль и Иран и высказался матом, что недоволен их действиями. Все это выглядит максимально нелепо, потому что как можно говорить, что ты заключил мир, хотя по факту ничего не изменилось? Известный политолог Джон Миклевайт, это бывший редактор The Economist, заявил: это не дипломатия, это маркетинг. У Трампа падает рейтинг, и он решает повторить фокус 2020 года, когда подписал так называемые Авраамские соглашения. Только тогда он договорился с арабами, теперь пытается изобразить миротворца с Ираном. Американский экономист Нуриэль Рубини высказался еще жестче. Этот мир нужен Трампу, чтобы выровнять рынки и заткнуть рты в СМИ, которые пишут про его неэффективность. Все это политическая иллюзия, не более. Но какие главные цели такого спектакля? Во-первых, рейтинг Трампа начал стремительно падать с 46 до 41% за 2 недели, а также он сильно снижается с момента его инаугурации. Ведь за это время Трамп делал только громкие заявления, а по итогу никаких изменений нет. А это напрямую влияет на выборы, которые пройдут уже 4 ноября. Это выборы вне президентского цикла. Они охватывают губернаторов, мэров, местные законодательные органы и даже освободившиеся места в Конгрессе. Но настоящая борьба за власть развернется в 2026 году, когда на промежуточных выборах будет переизбираться весь состав Палаты представителей и треть Сената.
Сената. Это произойдет на фоне второго срока Трампа. И исход этих выборов определит, сможет ли он реализовать свои амбициозные планы или столкнется с блокировкой в Конгрессе. Но учитывая его провальное начало каденции, республиканцы почти гарантированно проиграют. Вот он и цепляется за каждую возможность, где он может выйти победителем и получить политические очки. И даже есть теория, что именно Трамп заставил нанести Израиль первый удар по Ирану, чтобы усилить напряжение и был повод разнести их ядерную программу, а после забрать все лавры себе. Напишите в комментариях, согласны ли вы с этой теорией или нет. Но есть еще более интересная информация. Сговор с Ираном мог пройти через Китай. По этой версии, через китайских дипломатов Трамп мог договориться с Тегераном о временной паузе в обмен на неформальные уступки после выборов. Например, частичное снятие санкций или разморозку иранских активов в зарубежных банках. Это объясняет, почему Иран молчит и не разглашает подробности, ведь для них это политически токсично признавать публичные сделки США. Причем в последние недели Китай увеличил импорт иранской нефти на 12%, и это выглядит как согласованное окно для поставок. По данным инсайдеров из нефтяного сектора, США были обеспокоены ростом цен на нефть до $95 на фоне угрозы войны. Это угрожало экономике, инфляции и процентным ставкам ФРС. Быстрый мир позволил сбить цены до $66 всего за один день. Эта теория усиливается тем, что после заявления Трампа крупнейшие американские нефтяные трейдеры начали массовые поставки из своих резервов, именно в момент, когда рынок поверил в нестабильность. Некоторые эксперты считают, что никакого реального мира нет, а конфликт контролируется, чтобы Трамп мог управлять волатильностью. Ведь вспомните, за сутки до заявления о мире S&P 500 упал на 4%, доллар также снижался, биткоин падал, а золото немного росло, а уже через 24 часа разворот тренда. Подозрительно более чем. Но кто в плюсе от этого так называемого мира? В первую очередь Трамп, который реанимирует свой рейтинг и в глазах избирателей становится спасителем от Третьей мировой войны. Также как главный импортер иранской нефти, Китай получает ключевой бонус – экономическую стабильность и предсказуемость поставок. Кроме того, он усиливает свое влияние как неофициальный посредник между Востоком и Западом. Ну и конечно же в плюсе рынки, которые восстановились и зафиксировали рост. Но к сожалению, реальность совершенно другая. Ни одна проблема не решена. Иран не отказался от ядерной программы, по крайней мере письменно, в виде соглашения. И подтверждений того, что Тегеран не перевез свой обогащенный уран, также нет. А еще из-за радикальных взглядов Ирана напряжение между Израилем никуда не денется. Скорее всего, мы стали свидетелями не мирного соглашения, а высокобюджетного политического спектакля. Это временное затишье выгодно всем. Трампу ради выборов, Китаю ради нефти и даже рынкам, чтобы немного перевести дух. Но под этим всем те же геополитические конфликты, ядерные амбиции Ирана и глубинный кризис доверия в мире. И когда очередной дрон упадет не в том месте, весь этот в кавычках мир может распасться за пару часов, а рынки снова столкнутся с высокой волатильностью. Вот такие интересные подводные камни этих, как сказал Трамп, мирных соглашений. Биткоин был в центре внимания, когда напряжения росли, и остается сейчас, когда все утихает. Но даже, казалось бы, такая победа не смогла запампить его цену, а все просто вернулось на свои места, и портфели у инвесторов, к сожалению, не выросли. Тем не менее, за последние дни волатильность рынка позволяла получить профит на трейдинге, причем даже на падении. Например, мы с нашими участниками ПРО шортили эфир, ведь он упал до локального минимума, а после лонговали Суи, который стал лидером роста после падения. Вы также можете торговать по лучшей аналитике от команды трейдеров Coin22 Pro и получать оптимальные точки входа ежедневно. Для всех новичков у нас есть обучение, поддержка на всех этапах, помощь в сборке спотового портфеля и полноценное сопровождение. Поэтому, если вам интересно более подробно узнать, как зарабатывать с подпиской Pro, напишите нам по ссылке в описании. Тем временем мы разберем большие экономические проблемы Китая, а также что может запампить рынки уже в ближайшие месяцы. Сейчас у Китая наблюдается явная проблема рынка недвижимости. Спрос на новое жилье рухнул с 20 миллионов в 2017 году до менее 5 миллионов в год. И это надолго. Население Китая сокращается уже третий год подряд. Только за прошлый год минус 1,3 миллиона человек, а к 1935 году станет еще меньше. Менее 1,3 миллиарда по прогнозам Всемирного банка. Люди не рожают, школы и садики закрываются. Меры поддержки от Пекина не работают. В мае цены на новостройки упали самыми быстрыми темпами за 7 месяцев, а продажи жилья минус 11%. Goldman Sachs прямо говорит, владельцы начнут массово распродавать недвижимость, а спрос продолжит падать из-за снижения рождаемости и замедления урбанизации. Так что китайская недвижимость уже не та. Рынок сдувается и очень быстро. Когда крупнейший класс активов внутри второй экономики мира рушится, это подрывает доверие к недвижимости как к инвестиции. Китайцы традиционно вкладывали деньги именно в недвижимость. Не в акции, не в золото, а в квартиры. А теперь это уже не работает. Часть инвесторов, особенно молодых, начинает искать альтернативу, в том числе в рынке крипты и в первую очередь в биткоине, как в независимом органичном активе, который не зависит от экономики Китая. И инвесторы могут его покупать, несмотря на запреты. Но все равно даже это не вызовет активный рост. Чего же не хватает рынкам? Что может запампить биткоин и альты? Как я говорил в прошлом видео, это, конечно же, ставки ФРС. Представьте себе, буквально пару дней назад зам главы ФРС выходит на публику и по факту говорит, пора снижать ставки. И делает это как раз таки в тот момент, когда мир стоит на пороге новой волны нестабильности. Мишель Боуман, председатель ФРС, которую назначил Трамп, заявила, что влияние его новых тарифов на инфляцию преувеличено. А вот если ФРС не начнет действовать, пострадает рынок труда. Мол, сейчас идеальный момент,
чтобы вернуть ставку ближе к нейтральному уровню, пока инфляционное давление еще под контролем. И она не одна. Кристофер Уоллер, которого также назначил Трамп, поддержал эту идею. А вот глава ФРС Джером Пауэлл снова в центре атаки. Трамп продолжает его критиковать, называя его глупым дураком за то, что он тормозит с понижением ставок. Но на этом все не заканчивается. Боуман прямо говорит, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке и возможный рост цен на нефть, пока все под контролем. Даже недавние удары США по иранским ядерным объектам, как она считает, не вызовут паники, потому что цепочки поставок пока целые, а розничные сети боятся поднимать цены, ведь люди и так чувствительны к росту цен. Но аналитики предупреждают, если конфликт в регионе обострится, потому что, как мы видим, что Израилю, что Ирану, абсолютно все равно на мир Трампа, ВВП США может просесть почти на 2%. И вот на фоне всего этого, тарифов, войны, давления на Пауэлла, Америка может всерьез изменить свою монетарную политику. Но что говорит Пауэлл? Глава ФРС буквально вчера выступил перед Конгрессом. И да, он снова повторил свою мантру. Ставки остаются на текущем уровне. Почему? Потому что инфляционные риски из-за тарифов все еще остаются неясными. Вот как это было. Пауэлл дал показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. И на фоне давления со стороны Трампа, который требует от ФРС снизить ставки, чтобы удешевить кредиты и оживить экономику, Пауэлл все равно остался при своем. Он четко дал понять, пока рано. ФРС оставила ставку на уровне 4,5%, которая держится уже с декабря. Да, рынок труда немного буксует, и некоторые чиновники уже намекают, что пора бы снизить. Но сам Пауэлл говорит, давайте не будем спешить. Надо понять, что реально происходит с экономикой. И он прямо сказал, мы в хорошем положении, чтобы подождать и посмотреть, как себя поведет инфляция. Потому что влияние тарифов Трампа пока под вопросом. Это может быть как кратковременный всплеск, так и что-то более устойчивое. Пока что данные ФРС говорят, что особого влияния на потребительские цены нет. Но это пока. И вот тут начинается интересное. Пауэлл считает, что эффект от тарифов может проявиться не сразу. Мол, то, что сейчас лежит на полках в магазинах, это еще старые запасы, без наценки. А вот к лету может произойти рост цен. Но если инфляция останется сдержанной, то, цитирую, мы дойдем до точки, где снизим ставки. То есть не сейчас, но возможно скоро. А теперь внимание, не все ФРС с ним согласны. Мишель Боуман и Кристофер Уоллер, это два ключевых игрока ФРС, в последние дни прямо заявили, что снижение ставки это вполне реальный сценарий и возможен уже в июле. Ранее Уоллер сказал, я не верю, что тарифы вызовут большой скачок инфляции, а Боуман говорит, что рост будет небольшим. То есть внутри ФРС формируются два лагеря. Одни говорят подождем, другие говорят действовать пора уже сейчас. А что в итоге? Вероятность снижения ставки в июле всего 20%, а вот в сентябре уже 80%, ну и в октябре также выше, чем летом. Да, Пауэлл стоит на своем, и это правда, но ФРС уже начинает раскачиваться. И если инфляция не пойдет вверх, ставки точно начнут снижать. По сути, Пауэлл сказал, летом мы посмотрим за данными, и если все будет хорошо, то сделаем первое снижение. Почему нам это важно? Потому что снижение ставок это стимул для рынков, для фондового и особенно для криптовалюты. Дешевые деньги это новая волна ликвидности. И когда ФРС окончательно развернет политику, мы можем увидеть очень резкое движение вверх. Так что следим за июлем и особенно за сентябрем. Потому что если ставки пойдут вниз, рынок полетит. Но пока биткоин стабилизируется после всех этих новостей, и его рост сдерживает вот эта локальная нисходящая линия тренда. Точно так же, как это было в начале года. И тогда падение продолжилось на фоне угроз тарифов. Сейчас нам нужно следить за ее пробоем. Ведь только после этого биткоин сможет начать формировать новую фазу роста. А что по альтам? Смотрите, два ключевых индикатора, которые мы всегда отслеживаем, это доминирование биткоина и сезон альткоинов. И в июне оба этих показателя выглядели, мягко говоря, не очень. Биткоин продолжает перетягивать одеяло на себя, а вот альты стоят в стороне. Доминирование биткоина сейчас превысило 65%. Это максимум с февраля 2021 года. 7 кварталов подряд роста, вообще без коррекции. По сути, это означает, что и розничные, и институциональные инвесторы массово предпочитают сидеть именно в биткоине. Не в эфире, не в Solana и не в других альтах. Хотя все равно эфир покупают и приток в ETF есть. Криптоаналитик Rect Capital недавно опубликовал прогноз, в котором написал, что доминирование биткоина может дойти до уровня 71%. И если это произойдет, то нас снова ждет резкая коррекция по альтам. Такой же сценарий мы уже видели в феврале этого года, когда общая капитализация всех альтов упала с 1,4 триллиона до 1 триллиона долларов. А теперь представьте, если повторится нечто подобное. Капитализация может просесть до 700 миллиардов, и это будет, мягко говоря, болезненно. А также глава Real Vision Рауль Пал говорит, что биткоин выстоит, но у альтов будут проблемы, потому что в моменте нестабильности люди бегут в базовые активы, и в крипте, как ни крути, это биткоин. Сюда можно добавить геополитику, все эти странные заявления Трампа о мире и непрекращение огня между Ираном и Израилем. И в это время альты летят под нож первые. Но есть интересная закономерность, на которую указал Михаэль Ван де Поп. Исторически так получилось, что индекс альтсезона достигает дна в июне и июле, а значит в теории есть шанс на разворот уже этим летом, особенно в конце августа перед снижением ставок ФРС. Ведь как вы видите, альты начинают расти именно в конце лета, то есть после фазы накопления и вымывания слабых рук в июне. Возможно, что мы увидим рост уже ближе к концу августа, как я сказал ранее, на фоне все того же снижения ставок ФРС. Но есть один важный нюанс. Для этого сначала должно завершиться текущее доминирование биткоина. Пока биткоин растет, говорить о полноценном росте альтов рано. Возможно, нам нужно дождаться именно пика этого доминирования. Тот самый уровень 70 и 71%, после которого начнется переток ликвидности обратно в альты. Поэтому если вы держите альты, сейчас самое важное это терпение. Будет сильная волна фуда, давление со стороны геополитики, но именно после этих моментов наступает процветание рынка.
рынков. Никто не знает точный тайминг, но история показывает, что в конце лета все резко может измениться. Так что следим за доминацией биткоина, за индексом альтсезона и за движением крупных игроков, потому что альты еще себя покажут. Вопрос только в том, когда, а ответ после снижения ставок ФРС, как мы подробно разбирали в прошлом ролике. Кстати, рекомендую его посмотреть. Поэтому сейчас стоит следить за экономическими данными, ждать снижения ставки и, что самое главное, откупать падение, особенно фундаментальных альтов. Но какие именно альты стоит покупать перед предстоящим ростом, мы расскажем, когда вы поставите 1000 лайков. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на Telegram и не пропускайте все важные события. Вам спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч!